Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Изман Илья, канал Изман Про. И сегодня мы поговорим с вами, каким же должен быть настоящий армрестлинг. Перед тем, как перейти к просмотру данного видео, я анонсирую акцию для всех подписчиков из Украины. Бренд спортивного питания из Германии МСТ и украинская компания StrongQA предоставляют всем подписчикам моего канала 15% скидку на всю линейку МСТ. Переходите и заказывайте. Итак, включайте погромче и смотрим выпуск. Мир армрестлинга, который давно уже знаком с техникой Kingsmove, был просто расколот на тех, кто любит шоу и затяжные поединки, и тех, кому по душе эталонная борьба после прошедшего турнира WIL 504. И как бы это ни звучало, но две мировые звезды и действующие легенды нашего спорта, Девон Лорат и Дэйв Чейфи, были причиной этого неожиданного взрыва негодования любителей армрестлинга по обе стороны океана. Казалось бы, есть шикарная телевизионная картинка, где в затяжном поединке борются два титулованных спортсмена. И глаз радуется, и сердце замирает от их зарубы, и зритель глаз не отрывает от экрана, но в этот момент происходит нечто, что обычному человеческому глазу как минимум непонятно. А глазу человека от спорта, армрестлеру, просто дико и отвратительно. Найдутся и поклонники того, что происходит за столом, вернее под столом, и они бросятся защищать своих кумиров. Но мы пойдем по порядку и прольем свет на катастрофические изменения последнего времени в заокеанском армрестлинге. Король мирового Kingsmove, подстольного армрестлинга на прямой руке, Майкл Тодд, стал примером для многих армрестлеров, которые буквально заразились этой чумой. Причины такой популярности довольно просты. Лига позволяет спортсменам иметь отсроченные фолы, локти спортсменов летают по подлокотникам, а иногда и просто висят за ними. Шоу, говорят организаторы. Зрелище, говорю я. Так как одно дело интерпретация армрестлинга под коммерцию, а другое дело извращение правил и создание как можно большего хайпа вокруг затяжных поединков. И не важно, что армрестлеры в такой борьбе рискуют здоровьем. Об этом боссы WIL думают в последнюю очередь. Да и то, если думают. Увы, деньги спонсоров и желание организаторов сделать шоу можно назвать одной известной у нас поговоркой. Кто платит, тот музыку и заказывает. Но танцевать-то под нее приходится кумирам миллионов, действующим звездам американского армрестлинга. И танцуют они регулярно. Кому-то приходится делать ласточку, кто-то ограничивается махами ног, а кто-то включает пропеллер на максимум. Наверное, чтобы использовать все свои скрытые ресурсы, Джерри Кадеретти пришлось тренироваться к поединку против монстра с большой группой поддержки. Для того, чтобы подробно понять, что же произошло в поединке Дэйва Чейфи и Девона Лората, я хочу взглянуть на хронологию событий и понять, что же стало причиной такого изменения техники у обоих спортсменов. Сначала WIL представил всему миру противостояние Майкла Тодда и Джерри Кадеретти. Бедный Джерри, что он только не делал для того, чтобы победить монстра Тодда. Он и лежал на столе, и висел на руке Тодда, и делал все, что мог, лишь бы разогнуть его неразгибаемую руку. Следующим на пути Майкла был Девон Лорат, пожалуй, самый техничный армрестлер современности с учетом уходящего в собственную тень Джона Брезенко. Насколько сложно бороться против монстра, можно было прочитать по лицу Девона. Но уже в третьем раунде их противостояния мы снова видим, насколько Лорат умен. Он использует всю поверхность подлокотника, чтобы затолкать трицепсом Майкла. При этом судьям все равно, что Девон долгое время лежит на столе. Его голова и плечо атакующей руки пересекли центральную линию стола. Но как они могут это видеть, если хозяин хочет видеть шоу? И так как он заказывает музыку, то он в этот армрестлинг и заставляет всех танцевать. И, конечно же, самое страшное во всей этой истории то, что Лорат свой поединок против Тодда проиграл, отдав все силы в этих адских плясках вокруг руки монстра.
Но судя по тому, что мы увидели дальше, Ларат, как настоящий военный, решил, что проиграть битву не значит проиграть войну. И взял на вооружение это опасное и, как бы мне это хотелось сказать, запрещенное оружие. Хотя, стоит ли запрещать этот прием в Лиге ПЭЛ? Мое мнение, запрещать прием King's Move в Лиге ПЭЛ, наверное, не стоит. Потому что при таких стандартах размеров столов фолы при грамотном квалифицированном судействе неизбежны. А значит, любители отсидеться под столом будут наказаны. В поиске ответа на этот вопрос мне пришлось обратиться к украинскому спортсмену Дмитрию Головинскому, который является рекордсменом в жиме штанги лежа и строгом подъеме штанги на бицепс. А так как мы знаем, что правила в этих дисциплинах очень строгие, то Дмитрий даст свое компетентное мнение на этот вопрос. Быть ли или не быть, в общем-то, данному техническому приему? Вопрос сложный. Я в любом случае не тот человек, который должен однозначно давать оценку. Это было бы, в общем-то, недальновидно. В любом случае, если данный прием есть, вот поставьте себя на место человека, который им пользуется. Он всегда скажет: ага, я сильный, вы хотите меня решить моего превосходства, и поэтому вы решаете данный прием как бы запретить. Так могут сказать, например, Майкл Тодд или с недавнего времени Дэйвен Ларат. Вот. Я думаю, что быть. Вот. Однако все-таки правила ПАЛ с позиции, да, вот этих нюансов, они конкретно где-то ограничивают использование данного приема, поэтому... Ну, в общем-то, быть однозначно, но, опять же, вопрос какой федерации. Вот. Я не за то, чтобы запрещать какие-то элементы, да, вот, если даже они противоречат зрелищности. Вот, опять же, возвращаясь к сравнению с жимом и с бицепсом, да, в жиме можно вымоститься хорошо, в бицепсе можно сделать движение вдоль туловища, сработать крупными мышечными группами. Означает ли это, что это нужно запретить? Что нужно запретить мост и что нужно запретить вот такие вот ухищрения технические в бицепсе? Я думаю, что нет. Тот, кто научился их применять правильно, он может извлекать реальную пользу. Но нужно же еще научиться. Нужно вытянуть мост, нужно как бы научиться включать больше мышц в подъеме на бицепс. Точно так же и здесь. В общем-то, спортсмен в любом случае работает над своими сильными местами. Если King's Move это для него сильное место, то нужно все-таки иметь это в виду. Но в то же время нужно оставаться в рамках правил. То есть, чтобы King's Move, если и был, то был в рамках правил такой аккуратный, дозированный, чтобы не было никаких выходов за рамки регламента. Но вернемся к Ларату. Мы встретились с ним в Малайзии за 10 дней до его поединка с Тоддом Хатчингсом. Взяв его за руку, я почувствовал, что Ларат времени не терял. И если бы меня спросили, каким будет результат их поединка, я бы со всей уверенностью ответил: сухим, быстрым и однозначным в пользу канадца. Их поединок в пух и прах разбил мои прогнозы. То ли Тодд Хатчингс пахал в зале и добавил сумасшедшую физику, то ли Девон решил выиграть войну тем самым оружием монстра, приемом King's Move. И если бы мы оценивали борьбу Ларата не через призму корявой техники Майкла, то поставили бы ему твердый 5 баллов за отличное освоение нового технического приема. А что, чем вам не интеллектуальный армрестлинг? В первом же раунде встречи Ларат аккуратно прилег под стол с ровной рукой и заставил Хатчингса самому же себя измучить и оставить все силы уже в начале поединка. Второй раунд их противостояния был просто торжеством подстольного царства. Хатчингс решил, что если разрешено кому-то, значит не запрещено и ему. И они вдвоем с Девоном устроили отличную встряску для ног. Ларат стоял в классическом баскетбольном стульчике, а Хатчингс сделал жимы одной ногой. Если наша молодежь будет учиться по таким поединкам, то в будущем нас ждет совершенно не тот армрестлинг, о котором мы мечтаем и который мы привыкли видеть у настоящих маэстро. Андрея Пушкаря, Джона Брезенко, Рустама Бабаева, Хаджимурата Залоева, Евгения Прудника и многих других наших по-настоящему
профессиональных армрестлеров, которые учат на своем примере, каким должен быть наш любимый вид спорта и настоящие армрестлеры. Лига WAL – это шоу, и если бы я не был спортсменом и не знал, как происходит его продакшн, конечно же, я говорил бы о том, что на этот продукт интересно смотреть. Но что делает Лига со своими спортсменами? Им приходится сидеть, висеть, перетягивать друг друга, стартовать из абсолютно необъективных стартовых позиций, скакать на локтях и, конечно же, иногда пританцовывать. «Ну ничего», — говорили многие болельщики, — «в США есть Дэйв Чейфи, ему-то точно нет равных». Но король подстольной борьбы Майкл Тодд думал совершенно иначе, и уже в первом раунде 501-го WAL турнира он замучил Чейфи, и, как и обычно делают многие соперники Тодда, Дэв отдал все силы в начале поединка. Эта встреча прошла под диктовку Майкла Тодда, и каким бы сильным и техничным мы не привыкли видеть Чейфи, в этом поединке Майкл с ним просто играл. И правила этой игры полностью совпали с правилами лиги. Играй до конца, и пусть тебе ничего не мешает. Пока Америка торжествует от такой борьбы, Майкл является для них кумиром миллионов. Его любят, верят в его сумасшедшую силу, знают как человека, который много времени отдает спорту и живет им от турнира к турниру. Я никогда не осуждал его за технику, которую он использует в борьбе, но тотальное использование такого приема привело к тому, что WAL стала лигой без правил. Кульминацией выпуска и его же первопричиной является прошедший на днях очередной турнир лиги WAL 504. Основным поединком вечера была встреча между Девоном Лоратом и Дэйвом Чейфи. Начало поединка было достаточно сумбурным. Небольшая порция очередных танцев, на этот раз руками, и мы перешли к самой борьбе. Как-то странно парни поползли под стол, и стало абсолютно непредсказуемо, что же будет дальше. Чейфи растянулся, но остался над столом и смог забрать свой первый раунд на практически ровной руке Лората. Во втором раунде, как бы Чейфи ни старался, но бороться против Лората, который усвоил все самое лучшее или худшее из борьбы с Майклом Тоддом, у него не вышло. Лорат висел на руке Дэйва, сидя под столом, столько времени, что Чейфи просто поднял локоть и отдал руку без борьбы. Дальше было больше, а хочется сказать хуже. Чейфи начал нервничать, и они вдвоем с Девоном устроили жуткую дерганину, похожую на перетягивание каната. Если вы хотите, чтобы ваш сын стал армрестлером, покажите ему этот поединок, чтобы он никогда так не боролся. Прививайте своим детям и ученикам лучшее. Лорат прекрасно чувствует публику, и мы знаем, что он лучший шоумен в нашем виде спорта. Девон залез под стол и указал пальцем на Тодда, который поддерживал Чейфи во время поединка. И если бы меня попросили перевести это с языка жестов Лората, я сказал бы: «Король умер, да здравствует король». Тем самым он показал монстру, что теперь он лучший в этой борьбе. Он выиграл этот поединок в этом мерзком подстольном противостоянии, но послевкусие после увиденного далеко не как после вишенки на торте. Что же стало причиной поражения Дэйва? Физическая подготовленность или отсутствие разнообразия в техническом арсенале? Я снова спросил у нашего эксперта Дмитрия Головинского. Итак, причина поражения Дэйва Чейфи в данном поединке назвать сложно. Сложно назвать конкретную причину. Я думаю, конечно, если спортсмен абсолютно силен, то неважно какие правила, неважно какое судейство, он всегда выйдет победителем. Здесь была схватка примерно равных по силе соперников. Все-таки, если говорить о техническом совершенстве, я бы сказал, что Лорат все-таки более совершенен. С позиции антропометрических данных Лорат тоже более совершенен. Фишка Чейфи — сила. И как раз таки вот его силу, ему не дали просто реализовать, не дали применить за счет судейства, за счет правил, в общем-то, Федерации ВАЛ, в которой происходила данная борьба.
Пока существует лига WAL, лежачий армрестлинг будет в почете, по крайней мере за океаном, где Стив Каплан платит за то, чтобы наш вид спорта был зрелищем. Лично для меня это уже не шоу, это просто развлечение, которое продают местному зрителю. В то же время я не хочу односторонне осуждать Ларата, Чейфи, Майкла Тодда за такую борьбу, которую они демонстрируют, потому что они принимают существующие правила лиги и изощряются в борьбе за чемпионство. Для всех подписчиков из Украины приятная новость. Немецкий бренд спортивного питания, компания МСТ, предоставила 2 подарка из своего ассортимента для самых активных комментаторов данного выпуска. Для всех же подписчиков со всех других стран, кроме Украины, есть прекрасный шанс выиграть вот такую футболку, которую мне предоставила компания Мазуренко Equipment. Я соберу все эти комментарии, прочитаю, выберу самые интересные для меня. Те комментарии, которые наберут большее количество лайков, привлекут мое внимание к просмотру, но ни один из них я не оставлю непрочитанным. Поэтому, друзья, комментируйте и удачи в розыгрыше ценных подарков. Жду подписку на мой канал на YouTube, подписывайтесь на мой Instagram, следите за моей подготовкой к Злотому туру 2019. Я желаю вам всем удачи, будьте сильными, будьте самыми техничными, будьте спортивными, и только это позволит нам вывести армрестлинг как спорт высших достижений на его Олимп. Всем пока, ваш Изман Про, удачи! Это канал Ильи Измана? Да. Это очень, который именитый в Украине. Вся Украина его смотрит, что ли? Не только Украина, у меня 52% подписчиков и просмотров из России. И даже с Беларуси есть. В России очень много людей, да. Ребят, рекомендую подписаться на канал Ильи Измана. Очень хорошие там вещи происходят. Ставьте лайки, подписывайтесь.